Добрый день, подписчики и зрители канала. Расскажу, как я обкатывал мотоблок. При покупке мотоблока завод не обкатывает коробки МТЗ. И указано в паспорте о том, что нужно в щадящем режиме не менее 50 часов наработать. Скажем так, 50 часов это довольно много. И где нарабатывать этот объем непонятно. Подсмотрев информацию, я решил обкатывать коробку с помощью колодки, вывешивая просто на колодке и включая на разных передачах. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. Также в этом видео я буду уже менять масло. Сейчас весна, мотоблок наработал, и пашня, снегоуборка, и культиватор. Масло я менял осенью, но я думаю, что правильнее менять масло 2 раза в год. Весной и осенью. Масло в коробке, также масло и в двигателе. Конечно же, у меня есть счетчик моточасов, но как-то руки мне не дошли. Я тогда с бензопилой там хотел обороты снять. В итоге дела. Как-нибудь доведу до ума, тогда уже буду окончательную работу показывать. Процесс этот именно первоначальный довольно трудоемкий. Благо здоровья хватает, но надо поднимать мотоблок, чтобы загнать под него колодку. Еще утяжелители. Помощники нужны в такой работе. Желательно, чтобы были. Естественно, роги можно отломать ему, поднимая, или не можно, кто знает. И опять же мало, надо еще поднимать. Вообще, конечно, лучшая приспособа такая, как сделать в виде качельки. Мне Андрюха скидывал фотографию. Ею, конечно, наверное, было бы лучше, но, знаете, оно, в принципе, и так достаточно. В общем, мотоблок мы вывесили. Теперь заводим. Вот в таком виде, вывешивая мотоблок на колодке, либо на чем у вас там получится, блокируем дифференциал и на разных передачах гоняем мотоблок. Я так делал в течение, наверное, недели. Спалил 5-6 баков. Я уже, меня на больше не хватило времени. И так вот каждый день. Первый день на одной передаче, второй день на второй передаче, третий день на третьей передаче, на четвертой передаче и, соответственно, на задних передачах. Долго, нудно, сам занимался стройкой, а мотоблок обкатывался. Такой же способ подходит, если вы решили заменить масло в коробке, то масло нагреть, потому что если холодно, оно вытекает тяжело. Ну, плюс поднять всю взвесь, которая металлическая там образовалась. Я сейчас буду менять и масло в коробке, и в двигателе. В таком деле главное не проворонить, чтобы не убежало. А то как-то я стройкой занимаюсь в своих мыслях, ни на что внимания не обращаю. Сосед кричит: мотоблок у тебя убежал. Я с перепугу чуть со строительных лесов не свалился. Думал, бежать догонять. Так делать не стоит. Все же какой-то помощник в этой работе нужен. Либо создать механическую какой-то подъемник. А то можно мотоблок навернуть. Для этой работы потребуется нам 3 емкости и ключи. Емкость у меня будет от стирального порошка для посудомойки. Пока коробочка прогретая, взвесь поднята. Надо было вообще-то заранее вырезать. Но я думаю, не сильно он там осядет. Откручиваем заливную горловину, куда масло будет заливаться, пробочку. Откручиваем контрольную. Ну, контрольную можно и потом открутить. Сейчас мы откручиваем нижнюю гаечку, где непосредственно находится сливную пробку. Откручиваем. Запах такой весьма неприятный. Теперь можно и контрольную открутить. Я вам скажу, буза бузой. Менял по осени, сколько тут наработал, и все уже.
Знаете, много металлических включений есть в масле. Это было и сразу после завода, там какая-то жижа была залита, возможно, такого же типа. И сейчас присутствуют металлические включения, когда вытекает, поблескивает. Насколько будет, не будет видно. Такая как пудра есть, поблескивает. Но в первый раз было, моим ощущением, было больше включений металлических. Может быть, это еще старые, в прошлый раз не смылись. Так, ну а дальше самое главное. Самое главное — это масло для коробки. Оно очень вязкое. Покупаю я, в одном из роликов показывал, покупаю я Беларусьнефть М10ГГ2К. Это масло по паспорту рекомендовано. У меня сосед свой Штенли залил трансмиссионное, но я считаю, что оно слишком вязкое. Как зимой его вообще нельзя тогда заводить. Оно и летом-то вязкое. А это моторное дизельное масло М10Г2К. Его, как я говорю, надо нагреть. Я его менял при плюс 10, очень вязко. Я масло заливал минут 30. Пока в леечку эту нальешь, она пока стечет, очень долго. Комплектная леечка. Желательно даже промыть. Сначала немножко залить масло, пока оно не потечет. Кто-то так рекомендовал. Может, в этом и есть смысл. Слегка промыть систему. Ну, можно было даже так поставить. Выделывался, выкручивался. О, вот так вот можно было. А я бок вырезал, разливал. Так бы сразу поставил, и все. Опыт, наработка опыта. Везде и всюду. Опыта пока наработаешь, уже и старый станешь. А следующие поколения сами будут опять нарабатывать. Так всю жизнь и живем, учась на своих ошибках. Так, ну попробуем немножко плескануть, посмотреть, как оно там потечет. Ну, вот она начала вытекать сразу. Сразу видно, что чистая. Так что, я думаю, нижнюю пробку надо закручивать уже. Нечего там смотреть на нее. Весь в масле. Как же без этого? Пока весь не уделаешься, работу не выполнишь. Да, у меня болт ушел. Как-то его надо достать. Что-то, похоже, я, когда уронил мотоблок вперед, что-то я тут сотворил. Ну да ладно. Мы сначала будем здесь. Провалился в бутылку болт. А я тут все в ОМе смотрел. Продавались магнитные, как правильно называется? Магнитные извлекатели. Вот сейчас посмотрим. Типа пригодится он мне. Вы знаете, тема-то рабочая. Вот такое горлышко преодолеть надо. Ну вот. Если вы уронили болт, ну где же, не подводи. Угу. Если вы уронили болт в пластиковую канку, не переживайте. У вас для этого есть магнитный извлекатель. А я еще думаю, зачем его купил, как бы, ну там по акции продавался, думаю, нахера он мне надо. Оказывается, самая незаменимая вещь в нашем деле. Так, нижнюю пробку я закрыл. Добавим масло, пускай бортовые немножко промоются. Так, ну вот, потекло масло. Немножко промыли, недостаточно. Смотрим со второй. Уклон у нас в левую сторону. Потекло. Ну вот и все. Систему, так скажем, промыли. Болты зажимаем. И теперь начинаем заполнять систему, пока с контрольной пробки не потечет. Масло более живенько бежит. Обязательно прогревайте. Не меняйте масло в холод. И масло грейте. Вот масло уже начало течь. Последнюю, хотя нет, уже даже не будем мы. Масло начало течь с контрольной пробки. Не прошло и пару минут. Не знаю, насколько сильно, я чуть-чуть от себя добавлю. Добавил я чуть-чуть от себя масла в коробку, чтобы она служила долго, счастливо. Жила долго и счастливо. Если будут излишки масла, они, скорее всего, начнут выбрасываться через сапун. Но я немножко добавил, там грамм 100. Все, зажимаем болты и будем менять масло в двигателе. Желательно протереть резину, чтобы она не разлагалась. Масло имеет свойство разлагать резину. Да и надо, чтобы чисто было. Резина нынче дорогая. Смена масла в двигателе еще проще процедура. Это не коробка. Моментально все меняется. Откручивается сливная пробка.
и заливается впоследствии масло, пока не потечет отсюда. Заливать масло можно с двух сторон. Здесь оранжевая, там со второй стороны черная пробка. Хочешь туда лей, хочешь сюда лей. Снимаем заливную пробку. Ой, ёб твою мать. Я там от души масло налил, она ж выливает. Так, да, и сливная пробка тоже присутствует также со второй стороны. С любой стороны можно ставить и брать и сливать. Масло, естественно, разливается во все стороны. Начинает мазать. Масло мы слили. Промывать, я думаю, не сильно это надо. Это не коробка. Ну, промывать я еще не буду. Масло дорогое, жалко лить его просто так. Хотя это уже на ваше усмотрение. В коробке ты промываешь, потому что там взвесь и включение. Там в любом случае. И масло дешевое. А тут я лью масло. Матюлевское, Гарден. Это не реклама. Я просто его лью. Я в машину его лью. Машина уже, дай бог, пробежала 170 тысяч. Только лишь подо мной. И до меня еще 150. Себе не жалей для своей техники. Хотя я бы даже лил бы, наверное, нафтановское масло, но я не знаю, производит ли нафтан, я как-то не нашел. 10В30 для четырехтактных двигателей. Двигатель прогретый, потому я также меняю все в одном ролике. Для движка я уже покупал отдельную лейку. Здесь замена 1.6, если я не ошибаюсь. А в банке 2 литра. Здесь внутри была в лейке сетка, я ее выкинул благополучно. Уже все. Все, масло залито по горловину. Вот я вынимаю лейку, и она тут же начинает даже вытекать. Как раз то, что нужно, залито. Вот так я заменил масло, показал, как обкатывать двигатель. Ну, двигатель, само собой, обкатывается. Как главное, как обкатывать коробку, как менять масло в коробке, как менять масло в двигателе. А также я умудрился что-то сотворить. Когда он меня соскочил вперед, я обратил внимание, что у меня начало капать топливо. Краник топливный закрыл, сразу перестало. Когда он носом тюкнул, когда я не предусмотрел это, что-то сдвинулось или что-то соскочило. Сейчас буду смотреть. Показал я вам, как надо менять масло и как не надо. Так, и что тут могло случиться? Капает бензин откуда-то отсюда, но закрыв подачу топлива, он перестает. Вот я открыл подачу топлива. А, вот потекло. Куда течет? Явно, что не сверху. Может быть, какая-то вот эта прокладочка здесь. Что-то тут нечисто. От удара отклеилась прокладка у карбюратора. Вот новый головняк, блин, надо теперь снимать, смотреть, поправлять прокладку, если что. Относитесь бережно к своей технике, иначе будете потом сидеть ковыряться. О, здесь целая лужа топлива. Занятно. Под фильтром целая лужа бензина. На этом деле главное собрать потом все. О, родничок. Что дальше? Я уже не знаю, связано ли это с ударом. Что-то я не понимаю, как это работает. Неконтролируемая подача топлива происходит. Почему вдруг топливо стало быстро течь? На вид все целое, ничего, проблем нет. Такое чувство, что вот здесь что-то торчит. Должно там что-то торчать или нет? При открытии подачи топлива, топливо подается через это отверстие, да, и всасывается, получается. То есть, получается, здесь всегда внизу должна быть лужа бензина или нет? Что-то я вообще уже запутался. Надо консультация. Разрешил я эту проблему, оказывается. Я так понимаю, процентов 80 это известно. Мне это не было известно. Внутри стоит поплавок. Подача топлива осуществляется через вентиль в поддон сюда. Когда топливо набирает уровень, поплавок поднимается и игла закрывает отверстие. Мотоблок работает, он засасывает топливо, поплавок начинает опускаться, игла открывается и топливо подается через вот это вот отверстие. У меня в чем проблема? Залип поплавок, топливо постоянно подавалось. Натекло полный фильтр этого корпуса. Тут все было в бензине. Снял только что крышку, я уже не показывал.
Снял крышку вот этим болтом, вылил топливо, проверил, все работает, разобрался в системе, все назад собрал, подачу топлива открыл, топливо больше не течет. И еще момент интересный оказался. Меня глаз вроде не подводит, но в отверстии подачи топлива был мусор. Была какая-то то ли палочка, то ли что. Я вот ее, к сожалению, когда снимал, она выпала, и я уже ее не нашел. Какой-то то ли кусочек стружки, то ли еще что-то. Возможно, подача из-за этого топлива была ухудшена, и работа двигателя была нестабильной. Все, собираю все назад. Занятная ситуация. Честно скажу, распереживался, обеспокоился, расстроился. Думал, на ровном месте хотел поменять масло красиво, обкатать двигатель. И, скажем, испытал конфуз. Как я уже говорил, нарабатываем опыт. Прокладочка такая усаженная, конечно. И по-хорошему поменять. Так, вроде бы я все поставил. Да, прокладка ставится очень неудачно. У нее большие зазоры. Угу. Подачу воздуха не закрыл. И упираюсь, сам давлю и упираюсь в рычажки. То, что я снимал, снимать не нужно. Если у вас потекло топливо, если вы заметили, что внутри есть лужа, как у меня, и она начала уже через верх у меня перетекать, прокладки не выдержали или где-то в каком-то месте начало прохудилось. Хотя, опять же, почему потекло топливо? Оно должно было, допустим, набраться на этот уровень и остановиться, к примеру, я не знаю. А оно потекло уже после карбюратора, дальше где-то с этой части. Ну, либо откуда-то еще, я не заметил там. Может быть, подсос воздуха есть? Где-то плохо стоит прокладка? Ну, так это надо... Но сейчас я уже смотреть не буду, это надо сначала купить прокладки. Либо посмотреть, может, у меня в зипе они есть. Ну, вопрос насчет этого остается открытым. Откуда потекло топливо? Ну, вот так вот я заменил масла, коробки в двигателе. Умудрился сломать мотоблок и тут же его отремонтировать. Расстроился, думал, все, трындец. Доигрался с мотоблоком. Сейчас заведу мотоблок, посмотрим. Если бы не тюкнулся и не залип, я не знаю, ну что конкретно случилось. Залип там поплавок, игла залипла, либо что. Почему подача топлива была не прекращающейся. Да, раз была подача топлива постоянной, значит залип поплавок от удара. Когда мотоблок об землю стукнулся, видно, сместилось что-то, и топливо текло постоянно. Почему топливо начало течь дальше? Через прокладку, похоже, или через еще что-то. Вопрос остается открытым. Возможно, с завода стоит плохая прокладка и стоит ее поменять. Не каждый знает, для чего он-офф здесь на двигателе. Так как двигатель поставляется отдельно, это его включение-выключение. У меня сосед искренне думал, что это переключатель для включения фары. Купаешь фару, устанавливаешь, подключаешь проводку и он-офф включение света. У него просто проводка вырвана, болтается свободно. При выключении двигателя офф двигатель не глохнет. Наверное, такая особенность работы VMI 13. Главное, что работает, остальное мелочи. Что он там раз в неделю заглохнет, это не такая большая проблема. А если подать чуть плавнее газ, а не резко давать его сразу, не сразу в пол газ, чуть плавнее, то как бы и вообще тогда проблемы нет. Так что в мотоблоке мне все нравится. Все устраивает, все нравится. Сколько работы он делает, вы уже видели.